Так, здравствуйте, дамы и господа. Завтра у нас будет ивент, ну а соответственно сегодня хотелось бы поговорить о тех героях, которые будут присутствовать в этом ивенте, немножечко о духовных связях, ну, и прочее. Ну и начнем мы с ближника. Давайте, это будет у нас ярость, соответственно, вот его первая ипостась, это берсерк. При убийстве дает атаку случайному союзнику. Ну, сказать по нему особо нечего. Он у меня пробужден один раз, только пока карточки копятся, будут копить на рост. Там немножечко потратил я голдишки. Ну, вот сейчас начну заново копить все. Что по нему вообще можно сказать? Да ничего, в принципе. Герой есть и есть. То есть, опять же, яма башня, ну и больше он вам, пожалуй, нигде и не пригодится. Но по поводу его духовных связей, они вот такие. Это эпическая гарпия, соответственно, эпический айсберг и стрик. Также эпический. Ну и плюс к этому идут грибочек и деревце. Не запоминаю, как их, блин, зовут. Погремушка, это будущая ба. Ну и опять же будущий стрик. То есть, в принципе, по связям здесь, ну, может вызвать затруднение. Но вот только вот эти, пожалуй, герои. Если вы в предыдущие ивенты играли, конечно, если человек новичок, то всегда духовные связи, к сожалению, опять же, вызывают очень много проблем. Не всегда есть карточки, которые нужны, из-за этого стопорится событие, и это грустно и печально. Ну, далее у нас берсерк эволюционирует уже в более интересного все-таки героя, это жестокий гладиатор. Здесь уже по умениям поинтереснее. То есть наносит урон случайному врагу, ну опять же урон будет увеличиваться со временем и при пробуждении. И при атаке союзника порядка получает атаку. Вот этот герой уже более интересен, и иногда, если он удачно заходит в той же самой башне, то выглядит это неплохо. Атаку он хорошо стакает. Ну, героев порядка много, обычно там выставляется синих, белых. Вот, и как бы они проатаковали, он получил свою атаку, плюс при выходе он нанес урон, кого-то слил, ну, частенько кустик, конечно, но это не отменяет того, что может попасть и неплохого героя. Вот здесь уже все поинтереснее выглядит. Ну и по духовным связям его, тут уже вот, соответственно, Ми, Гир, Стрик. Это, опять же, жалко, что нельзя вот здесь щелкнуть и посмотреть. Я просто не помню, например, этого героя, вот как, ну, как его называют. Это будущий Лот, Лолипоп, опять же, будущая Ба, ну и будущий Стрик, опять же. В принципе, то же самое, что и у синего, только уже редкость повыше. Ну и все это выливается в конечном итоге в Ярость Великий Воин. Вот это уже герой, скажем так, даже очень неплохой. Он пригодится везде. Он может зайти и в башне, ну и, соответственно, и в яме, и в золотой шахте он играет. Ну и в лигах тоже периодически попадается. Но, конечно, уже нужно его подгонять под лигу. То есть это пробуждать, опять же, 2 раза желательно хотя бы. Для 10-9 лиги вообще уже желательно иметь основную пачку с 2 пробуждениями. Чтобы, ну, скажем так, спокойно играть, без лишних нервяков. Вот. Тогда он по статам, конечно, будет выглядеть поинтереснее, и уже тогда можно заигрывать. Ну, иногда вижу его и не шибко сильного, он, конечно, не сильно и помогает, но периодически может что-то выдать. По умениям у него он имеет изначально 3 дополнительные атаки, то есть атакует 4 раза с выхода на поле, и при убийстве получает атаку. То есть, ну, опять же, атака будет расти. Все это при пробуждении также будет потом атака расти. Вот. Но это уже хороший герой. Действительно хороший. Не супер, но он свою лепту может нести. Ну и по духовным связям у него это Гарпия. Ну, это Энлиль. Не помню. У меня ее нет. Это Иона.
Это Анак, Лот и Ми. Соответственно, Ба и Гир. Ну и Стрик. Это первая связь душ. Вот такая вот тройка героев здесь получается. Второй и третий, то есть второе и третье его воплощение, скажем так, очень достойные герои. Что вот жестокий гладиатор, что, соответственно, сам Ярость Великий Воин. Пользу принесут определенно. Ну, синий герой, к сожалению, ничего из себя не представляет. Ну, а мы переходим дальше, и у нас на очереди Мьёльнир вот нам попался на глаза, пускай он и будет. И первый из его воплощений это Гром. В конце хода наносит урон двум случайным врагам. Ну, опять же, урон апается. Так же, как и пробуждение. Вот он у меня уже получается 2 раза пробужден, на 11 и на 16. Вот гоню его на 21 потихонечку. На самом деле герой очень даже неплох. Синий, в отличие от синей ипостаси ярости, этот герой очень хорошо может зайти в той же самой башне, в той же самой яме. За счет вот этого, пусть и небольшого, но доп. Урончика, периодически он помогает подбить героя под руну пирата, чтобы сразу же его умертвить. Поэтому я считаю, что этот герой действительно неплохой. Ну и вообще вся линейка Мьёльнира на самом деле довольно неплоха. Ну, по поводу духовных связей здесь у нас опять же Иона. Это Брави будущий. Ну и, соответственно, Диана будущая. Здесь это у нас Мистер Дьявол будущий и Ронин. По-моему, это Ронин. Соответственно, Мисс Лапен и опять же Брави. Ну и первая Диана. Переходим дальше. Дальше у нас Хранитель Шторма. Наносит урон врагам в линии за каждого союзника порядка. Это при выходе. То есть вот он один раз нанес, все, больше не ждите. Ну и атакован дает щит судьбы случайному союзнику. Да, у него не так много здоровья, но оно, соответственно, может быть увеличено героями, которые с ним будут синергировать. И он может и не раз, и не два дать на самом деле щит. Плюс, если он там в виде комбинации будет еще сам получать щит, то он щитов очень много может раздать. И на самом деле герой действительно неплох. Но опять же, в лиге я его встречал, наверное, раза 2-3 вообще за все свои игры. А у меня отыграно довольно немало игр. Ну и, соответственно, Яма-башня, опять же. Яма-башня, башня-яма. По духовным связям его Коба, Брави, Диана. Минос и королева Ананта будущая. Ну и, соответственно, Мертвый Лорд, Брави, Диана. Вот такие вот духовные связи. Ну и, опять же, апофеоз всей этой цепочки это Мьёльнир, бог молнии. Также хотел я очень сильно этого героя, но пока, как видите, пробудил я его один раз, и карточек на него особо мне не падает, к сожалению. Но это не отменяет того, что если вы попадаетесь против той же самой солянки, либо против хаоса природы, он может принести огромную пользу команде за счет своих умений. То есть вижу его периодически в чистых пачках порядка. Ну, потому что если брать его опять же в солянку, то он и вам принесет немало гадости. Вот. По его умениям получает способность при появлении героя, кроме порядка, наносит ей урон за каждого героя. Этот урон также увеличивается, соответственно, и уменьшается. Вот. Что это значит? Что стоит определенное количество героев, соответственно, у противника выходит либо хаос, либо природа, и он стакает этот урон и наносит ему. И там периодически доходило у меня до того, что когда против меня попадались прокачанные Мьёльниры, то выставляя камни Огра, камни, соответственно, были уничтожены прямо при выходе. То есть там настолько уже у человека он был раскачан, что дальше ехать некуда. Вот, там особенно когда вот по 12 за каждого героя. Ну и, соответственно, там 60 и 80, может быть, и камни сносятся. Половина героев сносится, так как я обычно играю солянками. И иногда Мьёльнир
приносит очень много горя. Но при этом также это мужик, также его можно законтрить. Там где той же самый острый и немотой огра самого. То есть здесь вариантов много. При атаке наносит урон случайному врагу рядом с атакованным. Срабатывает дважды. То есть вы проатаковали, какой-то враг рядом, получает, соответственно, там 2 раза вот это вот варьируется. Там от 4 до 12, ну, там от 8 до 20. Опять же, будет расти. И при смерти дает уклонение союзникам дальнего боя, кроме героев с полетом. То есть герой интересный, герой поддержки такой, плюс зашитый в себя атакующей способностью. Поэтому, ну, в пачках порядка он реально работает. Не всегда далеко, конечно, и если на него сразу немоту кинули, то это будет просто небольшая тушка. Но при этом вот так вот получается. Ну и по духовным связям его Стрик Гир ТНТ, Красная Жрица, Драгара, Блэр Брави и Диана. Все, с этой пачкой мы также разобрались. И у нас теперь пошла Госта, соответственно. И первая ее ипостась — это Дроу. Тоже, кстати, девочка очень интересная. Не самый, конечно, сильный далеко стрелок, но при этом она очень полезна в той же самой, опять же, башне. Если она попалась удачно, то есть, ну вот у меня сейчас 54, потом будет 97. То есть это на моем уровне, ну, практически гарантированно вырубит кого-нибудь. Ну, либо опустит до приемлемых величин, чтобы его спокойно добить. Поэтому девочка полезная, но именно в плане атака здоровья она, конечно, очень сильно проседает. То есть это мало, но вот это умение делает ее все-таки играбельной хотя бы вот в таких вспомогательных режимах. То есть она не просто как кусок мяса сразу выходит, а она какую-то пользу все-таки команде принесет. Ну, больше о ней сказать нечего. Конечно же, в лигах вы ее не увидите. Ну, может быть, там на ранних каких-то лигах, когда у людей выбор ограничен очень сильно, она может попасться. По духовным связям, соответственно, у нее, опять же, будущее это Гарпия, это Айсберг, и Злой Санта будущий, это Приспешник Зла. Также будущий Анок, Дракончик Сновидений, будущий Айсберг, и это Гарпия опять. Ну и, соответственно, будущий Санта, тоже не помню, как его зовут. Синьки я стараюсь даже не запоминать, иначе там голова распухнет от всего этого дела. Так, ну, следующая у нас получается Темная Охотница. 2 раза она у меня пробуждена. Вот такие вот статы. Не могу сказать, что это прямо офигенно, но тем не менее. Она завязана на блоке. То есть, если она простоит пару-тройку ходов, то что-то принести сможет. Изначально у нее при выходе ничего полезного нет. Вот 42 и все как бы. Сработал блок союзника, наносит урон случайному врагу. То есть здесь неважно, ближники, дальники, обычно есть условия. Здесь просто случайному врагу. И дает блок случайному союзнику. То есть она вышла, проатаковала, дала блок. После этого, если блок сработал, она будет наносить урон. Ну, конечно, хорошо ее комбить в идеале с Ланселотом. То есть сейчас давайте даже посмотрим. Так, порядок. Ближники. Где там у нас? Ланселот. Вот. В конце хода дает блок союзникам. То есть он блок дал. И, соответственно, она... После того, как каждого вашего героя атакуют, притом, я так понимаю, абсолютно неважно, это будет куст, это будет там камень какой-то, либо это будет герой. То есть Ланселот, например, всем дает блок. Соответственно, она будет наносить урон за каждую такую атаку. Ну и, соответственно, урон будет расти тоже со временем. Там 32. Вот. То есть такая, чисто как одна из составляющих комбинаций, но, опять же, ну, я не знаю, как ее нужно сейчас гнать в 9-ю лигу. Ну, наверное... Ну, вот так она сможет сейчас в 9-й лиге играть, пожалуй. Вот так вот. Меньше даже и думать не стоит об этом. Вот такие пироги. Духовные связи, соответственно, практически те же самые. Это Энлиль, Айсберг, Санта, Анок и Иона будущее. Соответственно, это у нас там Гарпия и тот же будущий Айсберг, ну и Приспешник Зла. Вот так все это выглядит. Ну и переходим к главному, пожалуй, герою. Это Госта.
Многие считают ее, пожалуй, самым топовым там, стрелком порядка. Ну, по моему мнению, это далеко не так. Но при этом это не отменяет того, что это отличный стрелок, который в одиночку может перевернуть игру. Не всегда, но она, во всяком случае, может это попытаться сделать. За счет чего она это делает? Ну, вот в основном, конечно, за счет этого. То есть это атакован союзник, союзный варлорд наносит урон случайному врагу. То есть, допустим, у врага наверху стоит там 3-4 героя, здоровья у вас еще все-таки, ну, более-менее достаточно, чтобы выжить. И, соответственно, они начинают дружно бить варлорда и при этом раскидывают урон. То есть герой проатаковал варлорда, кто-то на той стороне поля получит этот урон. Вот 81 в данном случае. То есть это может быть и сам этот герой, который атаковал. Это может быть следующий герой, тогда эффективность ГОСТа снизится. Потому что, конечно, идеально, когда все идет поступательно. Герой проатаковал, получил, сдох. Герой, ну, такое бывает крайне редко. Но против ГОСТа, опять же, однозначно неприятно играть. Если вы увидите ее в пачке напротив себя, то под нее всегда нужно держать немоту, если вы играете на Огре. Либо какое-то превращение, там еще что-то. Стараться все-таки сделать так, чтобы она была, ну, исключена до того, как ваши герои начнут атаковать вражеского варлорда. Ну и также враг атакован, включая варлорда, наносит урон вражескому варлорду. То есть это как доп урон, любой герой атакует, и в варлорда проходит вот этот тикающий урон. То есть сколько-то вот от 7 до 13. Но опять же, это все растет, соответственно. Ну и плюс она имеет пробивание. Небольшое, но оно есть. По поводу духовных связей, это, соответственно, Санта, Энлиль и Айсберг, Иона и Анок. Ну и здесь уже Черномор, Нинил и Кощей. Вот таких вот героев приготовила нам Панорама. Из всей этой тройки, пожалуй, больше всего я бы хотел, чтобы мне нападало все-таки, наверное, ГОСТы. Потому что ГОСТу надо все-таки прокачать. Но, с другой стороны, и ярость не нужно тоже подкачивать. Да и Мьёльнир неплох. В общем, как ни крути, ну, пожалуй, все-таки да. Я бы больше всего хотел, конечно, ГОСТу. Но и от других, как бы, героев я не буду опечален, если мне упадет их больше, чем той же самой ГОСТы. По поводу башни, точнее ямы, пишите, как ваши дела. Я вот прошел 5-го босса вчера. И что-то сегодня сделал попытку. Вот на 1300 у меня залетело в Каина Кровавого. Не могу сказать, что прямо сложный босс. Но там неудачный у меня был один момент, что я подставился под эти 27. И из-за этого нанес меньше урона, чем ожидал. То есть это я там протормозил. Так, в принципе, я бы его мог, ну, догнать где-то хп до 300. Ну, этого босса, соответственно, я подгоню еще немножко и оставлю под завтрашнее событие. Завтра всех приглашаю на стрим. Соответственно, стрим будет ну, с началом события в 13:00 по МСК. Будем проходить наше событие. Это не новое событие, оно уже было, Любовь ранит. Ну и вот нам обещают здесь ГОСТу, ярость и, соответственно, Мьёльнира. Ну и также свиточки и изумрудики. Правда, не совсем я понял. Это, наверное, вот в том же задании, ни в одном там задании не было, что вам упали изумруды. То есть это они, наверное, подразумевают, что типа надо потратить кучу изумрудов, чтобы пройти это событие. А хорошо хоть реальные деньги не нарисовать. Ну, вот так вот. Всех завтра жду в 13:00 на стриме. Будем на ютубе стримить. Пообщаемся, обсудим моментики. Ну и постараемся пройти события, конечно же. Вот я подготовил тут немножко сундучков. Вот еще будет у меня еще один легендарный. Это на 3-ю главу. Для прохождения 2-й я вот использую, соответственно, не то. Соответственно, использую Каина. И добыл я сундучок вчера в лиге. По поводу вот таких сундуков. Многие ребята, вот, кстати, раз уж вспомнил, то приглашаю всех также подписаться на телегу в Телеграме.
Там у нас есть замечательная группа, там замечательные товарищи, которые всегда вам помогут, подскажут. Ну, либо вы придете к нам и что-то нам поможете и подскажете. Вот. И они там писали, я обычно ленился на самом деле. Я давно знаю эту тему, что если, ну вот вы выигрываете, здесь появляется сундучок. То есть вы, допустим, закрываете игру просто, не нажимая на этот сундучок, не входя вот в это поле обратно. И потом, заходя обратно, у вас также будет пустой слот, и, соответственно, вы можете продолжать играть также потом, пока не дождетесь нужного сундука. Мне я обычно ленился, но здесь вообще, то есть я играл много, но при этом сундуки вообще легендарные не падали. Ну вот в итоге я решил заморочиться с этой ерундой. Вот нападало мне 3 эпика. Вот вчера упал наконец-то легендарный сундучок. Да, не в 9 лиге, как я рассчитывал, но он во всяком случае упал. Вот этот я открою и потом еще попарюсь. Наверное, еще один все-таки эпик я достану под событие, чтобы хотя бы эпиков побольше было. Так что пользуйтесь, это придумал не я. Это придумано уже давным-давно до нас, вот этот способ, лайфхак, скажем так, маленький. Вот. Ну и как далеко я надеюсь пройти в событии? Ну, вы знаете, если честно, наверное, не очень. Потому что у меня там будет либо 12, либо, ну, потом для главного героя вообще 14 уровень. И при этом Мьёльнир у меня, ну, 7, 8 я ему смогу дать. 6, 7, так, 7, 8, ну, может быть, до 9. Соответственно, ГОСТ у меня также 6 уровня, и ярость у меня вот 9 уровня. Ну, вот за счет ярости я все-таки надеюсь пройти, там, где 12 уровень. А вот главного героя 14 уровень, здесь уже, ну, не знаю, как завезет. Если повезет, пройдем, не повезет, не пройдем. Для меня это, опять же, не будет как-то фатально, то, что я не пройду этот ивент. Главное, чтобы побольше карточек упало на нужного героя. Ну, что-то я разболтался. Ребята, говорю вам пока-пока. Пока. Ну и опять же, жду всех завтра на стриме. Кому не трудно, подпишитесь на канал, кто еще не подписан. Буду благодарен за лайк. Но больше всего я буду благодарен все-таки за подписку и комментарий. Пишите ваши комментарии, каких героев ждете. На каких рассчитываете. Рассчитываете ли пройти события. Ну и говорю вам спасибо за просмотр. Все, ребят. Пока-пока. Пока.